Привет, друзья! Я Саша, и вы смотрите мое новое ПП-видео. В нем я буду показывать вот такие печенье-пироженки из 2 слоев. Я вдохновилась магазинным вариантом, может кто-то знает, такие и видел. Но самое классное, что мы будем делать вот такой узор на Хэллоуин. Да и любой другой, конечно, тоже можно сделать. Все будет, как всегда, полезно, вкусно и просто. Приступаем. Начинаем с приготовления нижнего слоя коржа. Берем одно яйцо, подсластитель, щепотку соли и взбиваем все до пышности. У кого также эритрит, советую класть его уже потом, у меня с ним яйца хуже взбиваются. Теперь добавляем 50 мл йогурта или нежирной сметаны. Немножко перемешиваем, и теперь сухие ингредиенты. Мука у меня сегодня будет разная. Сперва я кладу 35 грамм овсяной самодельной муки, а также кокосовая мука или просто молотая кокосовая стружка, как у меня, 15 грамм. И пол чайной ложки разрыхлителя. Затем я довела до нужной густоты еще 30 граммами пшеничной муки. Вот такое выходит тесто средней густоты. Старайтесь перемешивать недолго, чтобы не потерять воздушность яиц. Когда используешь магазинные яйца, цвет теста получается не очень-таки яркий, поэтому я решила добавить на кончике чайной ложки куркумы, для того, чтобы оно было повеселее. Перекладываем на противень или же просто в достаточно большую стеклянную или разъемную форму, это совершенно не важно, и разравниваем под толщину плюс-минус 3 мм. Теперь в духовку минут на 8-10, румянить не нужно. Я сегодня делаю, кстати, небольшую порцию коржиков, пропорции для полноценного варианта я пропишу в описании под видео, кому нужно. Тем временем занимаемся вторым слоем. Нам понадобится до 15 грамм желатина, у меня 13 грамм, силой 240 блум. Следуем инструкции на упаковке. Можно заменить, конечно, на агар-агар. Если у вас сильный, то уйдет где-то грамма 4. Далее 200 грамм отваренной тыквы я измельчаю в однородное пюре. К сожалению, вилка или сито тут вряд ли подойдут, нам нужна супер гладкая текстура для этого желе. Теперь апельсин. С него мы берем немножко цедры, не всю, а также выжимаем весь сок. Помимо этого можно взять просто магазинный сок апельсиновый без сахара 100 мл. Перемешиваем все до однородности. И также всыпаем подсластитель по вкусу и вливаем 70 мл воды. Помимо этого мне захотелось больше кислинки в этом желе, поэтому я добавила пару столовых ложек лимонного сока. В общем, доводите по вкусу по вашим предпочтениям. Желатин растапливаем, крупинок быть не должно. И теперь одной рукой перемешиваем массу и второй вливаем желатин тонкой струйкой, чтобы он не схватился комком и сразу расходился в готовой массе. Особенно если у вас продукты прохладные, лучше их немножечко подогреть. Я выливаю желе в форму большого диаметра, застеленную пищевой пленкой, и слой получается все равно довольно-таки толстый, но это абсолютно не проблема. Убираем желе в холодильник минут на 30-40. Тем временем корж готов, он остыл, я беру любой стакан подходящего диаметра и вырезаю кружочки теста. Как видите, слой вышел тоненький. Тем временем желе готово. Если вы правильно соблюдали пропорции с желатином, то у вас получится вот такое нерезиновое желе, но при этом оно хорошо держит форму. Вырезаем кружочки такого же диаметра. Если у вас получилось толстовато, просто разрежьте вдоль, но будет в любом случае вкусно и красиво. Когда кружочки обоих слоев готовы, я растапливаю 1 столовую ложку кокосового масла и 50 грамм черного шоколада. Желательно взять без сахара, но у нас будет такой небольшой слой, что это не страшно, если взять и обычный магазинный шоколад. Теперь складываем желе на корж, получается такой сэндвич, и прокручиваем его боком в растопленном шоколаде. Таким образом оба слоя склеиваются вместе и будут хорошо держаться, ведь шоколад и кокосовое масло хорошо застынут в холодильнике в течение буквально 10 минут. И теперь давайте же сделаем узор-тыковку. Я вырезала ее подходящего размера из пергамента. Кладем сверху на желе, нужно, чтобы трафарет хорошо прилип к желе, тогда шоколад не будет под него затекать. И просто покрываем сверху с помощью ложки слоем шоколада. После этого сразу убираем трафарет зубочисткой, и узор готов. Вот так вот просто и красиво получается. Также можно таким образом сделать кружок или любую другую форму. Отправляем в холодильник минут на 10, чтобы глазурь хорошо схватилась, и можно есть. Дабы избежать остатков, можно делать печеньки квадратными, либо же сделать из них вот такой вот десерт, как сделала я. Супер праздничный разрез, на вкус действительно получилось очень похоже на те магазинные печеньки, которые я пыталась воссоздать.
Но, конечно, они не такие приторные. У нас получилось мало калорий и много пользы от сезонного овоща. Жду ваши комментарии об этом рецепте и увидимся в других роликах. Всем пока!